Здравствуйте, меня зовут Андрей Ермошин, я врач и изобретатель очков для разгрузки зрения при работе с близко расположенными объектами, будь то экран, монитор компьютера, ноутбука, смартфона или чего угодно. Сам я когда-то испытал такого же рода проблемы, которые, скорее всего, испытываете вы. При длительной работе вблизи глаза напрягаются, устают, краснеют, голова иногда начинает болеть. Больше скажу, дети, например, они этого не чувствуют, но у них происходит спазм, аккомодация это называется, формируется близорукость, и потом она остается уже во взрослом состоянии. У людей среднего возраста возникает то, что называется утомление зрения. Ну, даже есть у этого явления название астенопия, то есть усталость глаз. У взрослых людей после, скажем, 40 лет, 45 особенно, возникает еще один синдром очень тяжкий, что вообще вблизи глаза перестают видеть, отказываются. И как люди обычно рассказывают, вот отодвигаю текст, пока руки хватает, а потом уже приходится сдаваться, условно говоря, и покупать очки. Обычные очки что делают? Они разгружают хрусталик. Ну, если имеем в виду плюсовые, например, очки при возрастной дальнозоркости. Эти очки тоже разгружают хрусталик, но не только. Есть не одна работа, которую глаз производит при чтении, например. Одна работа – это надо хрусталик превратить в лупу, что затруднительно все время держать его в таком состоянии. Второе – надо оси зрения свести в одну точку. Тоже это длительная работа, если 5 минут, 10, ничего страшного, но если это длительно, это уже проблема. Что происходит? Одна мышца тянет глаз вот так вот изнутри, другая наваливается на глаз, и вот происходит растяжение глазного яблока, а каждый миллиметр растяжения – это 2 диоптрии в минус уходит. У некоторых людей глаз разъезжается так, что, к сожалению, это угрожает отслойка сетчатки. Другим приходится делать операции по лазерной коррекции и другие всякие сложные процедуры. Ради чего? Чтобы вернуть глаз в нормальное расположение. Это можно предотвратить с помощью вот этих очков, которые очень хорошо защищают глаза от всех таких вредностей. Для тех, кто уже прошел лазерную коррекцию или носит контактные линзы для дали, обязательно вблизи надо использовать такие очки, потому что иначе глаза снова, можно сказать, наломаются, и снова вы рискуете получить прогрессирование близорукости. Как работают эти очки? Видите, мы сказали, что одна тема – это надо сделать так, чтобы глаза, когда работают вблизи, смотрели как вдаль, потому что даль нас успокаивает, она нам нравится, любим мы гулять. Вот эти условия создают сферопризматический компонент этих очков. Если бы их вблизи вы потом рассмотрите, то они толще у носа, чем с боков. Это призма называется. Призма как делает? Она луч направляет, разворачивает, и глаза как вдаль стоят параллельно, так и сюда остаются параллельно смотрящими. Кроме того, здесь есть выпуклость в этих линзах, которая, собственно, и берет на себя работу хрусталика. Хрусталик отдыхает. Зачем здесь покраска вот такая оранжевая, немножечко такая желтоватая? Что она вам ничего не напоминает? Между прочим, она может напоминать глаза ночных животных. Обратите внимание, в природе, как интересно, на мой взгляд. Разные животные, змеи, например, крокодилы, кого-нибудь там, летучих мышей вспомним, да кого угодно. И у всех у них желтые или оранжевые глаза. Почему так природа сделала? Это способ защитить сетчатку от пересвечивания в дневное время. То есть вот такие желтые фильтры позволяют охранять ту часть сетчатки, которая работает ночью. И не происходит пересвета, глаза не устают, убирается феномен так называемой фототоксичности. И третий компонент, смотрите какой, это последняя вот уже модель предполагает. Обтекаемость этих очков создает микросреду около глаза, которая сохраняет нормальный климат, не высыхают глаза, особенно в офисах, это актуально бывает, если долго человек сидит. А здесь, кстати, вот дизайн, обратите внимание, какой, это очки для активного образа жизни. Ну, конечно, почти в шутку, можно сказать, что для активного образа жизни за компьютером. Но, тем не менее, они современно выглядят, хорошо ощущаются, они легкие, приятные. В общем, в них легко и приятно работать. И главное, что они доступны сейчас на нашей российской территории, и наш приоритет в мировой именно по этой теме. То есть вот мы смотрим, что идет эффект выкусывания кусочек края изображения в сторону, здесь в эту сторону, а здесь в другую сторону, наоборот как бы. А в итоге получается, что шире смотрится текст, видится как более крупный и легкий, контрастный, потому что вот эти фильтры, они создают четкость, убирают такой световой шум как бы.
и создается эффект повышенной четкости изображения, спокойствия зрения и так далее. Спасибо за внимание. На сайте выбирайте нужную оправу, их миллион всяких, не буду сейчас показывать. Выбирайте нужные вам эффекты. Если у вас есть различия в глазах, уже -6 или там +6, +15, это можно учесть, и будут сделаны очки под вас специально. Цена же их очень умеренна, гораздо меньше, чем в оптике любой.